Вы когда-нибудь были в гостях у голландцев? Сегодня беру вас с собой на семейный праздник. В семье моего мужа есть такая традиция. Обычно в первые 2 недели Нового года, после католического Рождества и после Нового года, вся семья, братья и сестры собираются со своими только половинками, без детей, и организуется по очереди новогодний борал. Вот сейчас я собираю подарок. Вот такая бутылочка шампанского пойдет у нас, консервы мясные, коробочка конфет, макароны в упаковке. И вот и все. Вы знаете, здесь не принято дарить дорогих подарков. Что касается подарков, это может быть бутылочка винца, либо шампанского, может быть и какой-то набор пивной, продуктовый, либо цветы. Все. Какой-то дорогой парфюм, какие-то дорогие подарки здесь не принято дарить. Просто не принято. Поэтому готовлю вот такой простой подарок. Я люблю дарить подарки, и я люблю их упаковывать. Вот эти консервы, кстати, я их помню еще с советских времен, если вот кто знает. Они были у нас в продуктовых наборах. Вот помните времена, когда раздавались, знаете, к Новому году наборы, либо там в зависимости от предприятия. Вот у мамы на работе были всегда хорошие наборы. Она работала в Центре международной торговли более 20 лет. Вот это были заказы. Ну, конечно, там и икра красная, и черная, и салями финская, и пачка гречки, и печень трески. А вот у нас на работе, я работала тогда в институте, на кафедре, мы тащили лот. Допустим, нам выделялось 10 заказов, а у нас было 17 человек на кафедре. Ну, вот такие были у нас времена. Я продолжаю дальше упаковывать мой подарок, иначе я немножечко ушла в сторону. Вот видите, как в голландской семье. Я запаковываю вот подарок, муж открывает коробочку. И махнох дерде пакет. Троицу. Не, а я, 1, 2, 3. О, я. Окей, дан хэппи. Я, Бог любит троицу. Так, мама, выбираем. 3? Да. Вот эти 3 выбираю я себе. Они все разные. Но она вкусная. Этот шоколадный набор Линд я покупала в декабре в Kaufland. Вы знаете, он очень вкусный. Ароматный, вкусный. Я брала для подарков. Ну и, конечно же, вот себе. Вот эта вот последняя коробочка осталась. Я дальше продолжаю паковать мой подарок. Вот конфеты я завернула. Я люблю упаковывать. Я работала одно время в магазине. Это был парфюмерный магазин. И все мои подарки, все разлетались в миг. Schat, ik ben klaar. Kijk me aan. Goed genoeg? Ja, Ja? ja. Dat denk ik wel, ja. Kijk, ja, het ziet goed uit. Ja, het ziet echt goed uit. Ja, Je hebt echt. goed je best gedaan. Ja. Такие подарки дарят голландцы. Сегодня беру вас с собой на семейный праздник. Фуршет к брату моего мужа. Мой муж из большой семьи. У него 9 братьев и сестер. Было 9 братьев и сестер. 2, к сожалению, умерли. И вот такие вечеринки мы организовываем по очереди. Наша очередь выпадает на следующий год. Собираются все братья и сестры с их половинками, правда, без детей. Это чисто взрослая компания. И все расходы берет на себя на организацию этой вечеринки принимающая сторона. А вот с детьми опять собираются все братья и сестры летом. Организовывается летнее барбекю. И там уже присутствуют абсолютно все дети. У некоторых детей уже есть свои дети, так что в общей сложности там получается человек 50, 45, 50. И в этом году, этим летом, будет наша очередь.
Но где мы будем организовывать это барбекю с мужем, мы еще не решили. Но обычно снимается где-то помещение, собираются, правда, деньги, это уже не за наш счет, и все расходы делятся на всех. А наш путь лежит дальше. Давайте посмотрим, как празднуют голландцы семейные праздники. И мы с вами в прихожей брата. Смотрите, какой забавный мужичок встречает вас. И ангелочек на потолке, как амулет. Echt leuk. Echt leuk. Heel slim. Ja, mooi, mooi. Ik heb het buiten weer gezet. Ja. Мы с вами на кухне. Обратите внимание на маленькие порции. А вот пирожное делится, как вы видите сами, на 4 части. Я получила свое шампанское, и наш вечер с вами начался. Я знаю, что с этим бокальчиком, чашкой чая и моими элегантными пирожными нужно мне продержаться часа 3. Потом только будет теплая еда. Но так как я живу в Нидерландах уже 27 лет, я знаю очень хорошо менталитет голландцев, и не только голландцев, но и немцев. Поэтому мы с мужем всегда, перед тем, как идти куда-то в гости, мы всегда хорошо покушаем дома. К чему я это? У голландцев считается, если вы идете в гости, то вы туда идете не покушать, а вы идете туда для разговора, для общения. Поэтому еде здесь не уделяют какого-то большого внимания. Вот к этому нужно привыкнуть. Вначале у меня были очень большие трудности, потом с годами как-то это так все стерлось. И сейчас на это я все смотрю с большой улыбкой и многое не замечаю. Это такой небольшой советик нашим милым дамам, которые стремятся и хотят найти себе свою половинку здесь, в Европе, в Германии, в Голландии. Но время за разговорами летит здесь очень быстро. Не забывайте, они же знают друг друга еще с детских лет. И многие нашли свои половинки здесь, когда им было 17, 18, 20 лет. А вот и время для супа. Ruikt lekker. Heilig. Ja, dat is goed. Lekker. Ja, geweldig. Обратите внимание, сколько супа вы получаете. Исходя из моего опыта, перед тем, как мы идем в гости, мы всегда дома кушаем.
иначе здесь можно упасть в обморок. Самбал. Курсите, где есть эксхерб. Вы знаете, рыбный супчик, он был очень вкусный. И я попросила вторую порцию. А знаете, какой ответ я получила? А ты что, не ела? Еще будет очень много других блюд. И вы знаете, я второй тарелки и не получила. Вот так вот, милые дамы, готовьтесь. Второй тарелки супа я не получила. Но меня не удивишь ничем, как вы понимаете. Вот для милых дам, которые еще не знают менталитет голландцев, здесь не принято. Если вас пригласили в гости, то это будет одна тарелка супа. Если вам дают чашечку кофе, то это будет только одно печенье, второго, третьего печенья здесь вам не предложат. Как у нас говорят, Бог любит троицу, об этом здесь забудьте. Так что приготовьтесь к чашечке чая или к чашечке кофе одно печенье. Идете в гости, одна тарелка супа. Как вы видите сами, все раскладывается на тарелке. По столовой ложке различных салатов, бефстроганов. И вы знаете, они используют очень много уксуса. Уксус они кладут везде, в каждый салат уксус. Я такое не люблю. Сегодня в этом главном блюде, я знаю, мне есть нечего. Но я не расстраиваюсь. Ach ja, Ook heel mooi. echt leuk. Echt. Echt mooi. Ja. Здесь прихожая, очень милое решение. Ну, здесь подсобное хозяйство. Туда это проход в сад. Давайте заглянем в туалет. Они с женой очень много ездят, и вот такой у них дизайн. Ну, а это я. Вот часто говорят, что голландцы имеют в туалетах календари. Ну, как вы видите сами, не у каждого. Не у каждого. Каждый делает свой дизайн. А вот теперь время для пива, вина, колы, тоника. Просто воды из-под крана, минеральной воды здесь вам не предложат. Если вы попросите в гостях у голландцев стакан воды, то они это понимают стакан воды из-под крана. Знайте об этом. Ну, чай, кофе, конечно. Подаются потом вот орешки, конфеты, чипсы и все. То есть это вот уже заключительный аккорд вечеринки. Ну, как вы понимаете сами, здесь после пару бокальчиков вина или пива начинается настоящее веселье, начинаются воспоминания о прошлом, разговоры о настоящем.
Er viel te af ze wat te nemen. Ik vind dit hier Dat is niet normaal. Весело, очень весело, дружно. Но так как я знаю менталитет голландцев, я знаю очень-очень хорошо семью моего мужа, то есть много вот таких вот вещей, каких-то тонкостей, которые у нас не принято, которые бы наши девушки сидели бы с кислыми лицами, с недовольными лицами. Вот этот вот тонкости голландского юмора, тонкости семейной жизни, тонкости семейной традиции, они, конечно же, приходят намного позже. Поэтому, если мое видео кому-то поможет разобраться и поможет с мудростью понять менталитет голландцев, то здесь можно быть очень даже счастливой. Я надеюсь, что мой фильм и мой опыт кому-то пригодится. И будет счастье вам! Всем мира, счастья и добра. И пусть у нас все будет хорошо. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Goed zo, schat. Heel goed. Ja, goed zo.